Краткое обновление информации о том, что происходит у меня в России. Роскомнадзор продолжает блокировать мои ролики и слать мне об этом сообщения. Я по-прежнему считаю, что Роскомнадзор не подвластен надо мной, потому что я нахожусь на территории Королевства Испании, подчиняюсь законам Королевства Испании. И если касается речи YouTube, то я подчиняюсь требованиям YouTube. То, что хочет Роскомнадзор, это его персональная проблема. Я продолжу рассказывать вам о том, как обходить блокировки в YouTube. Мне кажется, лучшим способом является установка браузера с установленным вовнутрь прошитым VPN или прокси. Таким браузером я сам пользуюсь. Например, это браузеры Bravo, Seno, Epic. Можно устанавливать Tor, но его сложнее настраивать. И ставьте, конечно, VPN-сервисы. Скоро я объявлю, кто победил в розыгрыше VPN-сервисов, которые я проводил в начале этого года. Прошло время, и нужно объявить победителей. VPN, мне кажется, это must-have для каждого, кто сейчас живет в России. Потому что в любой момент могут вообще заблокировать весь интернет. Ну, по причине того, что какая-то новая блажь у начальства появилась в голове. Первая новость. Подпишитесь, кстати, на меня, поставьте лайк или дизлайк, если вам не нравится. Напишите комментарий, что вы думаете по поводу использования VPN. Напишите, кстати говоря, каким вы VPN пользуетесь. Мне очень интересно, как люди в России пытаются сохранить свои свободы. Вторая новость. Полиция горячего ключа. Оксана Плис, замначальника отдела горячего ключа, начальник следствия, написала мне письмо о том, что она видела мое видео, в котором я давал, по сути, показания, о которых они так мечтают. Я в этом видео назвал те моменты, которые не расследованы были следствием горячего ключа до сих пор, как мне известно. И Оксана пишет о том, что все равно они хотят моего личного присутствия в отделе полиции горячего ключа, без которого они не могут никак проводить следствие. Ну, так я понял их сообщение. То есть все, что я им письменно писал с 22 года, это все они не могут осмыслить, пока со мной не поговорят. Самое интересное для меня то, что признать меня потерпевшим по процессуальным нормам им хватило моих заявлений. То есть я описал то имущество, которое у меня в горячем ключе пострадало, описал потенциальных поджигателей, их мотивы. Все это направил в письменном виде, сфотографировав участковому Сергею Тамукаю. И этой информации им хватило для того, чтобы признать меня одним из потерпевших. Насколько я знаю, другие потерпевшие тоже давали показания. Так вот, почему-то требуется именно мое личное участие, личное присутствие в отделе полиции горячего ключа, без чего никак следствие не сдвинется с мертвой точки. Почему следствие не хочет расследовать мои письменные заявления, поданные в том числе через госуслуги, то есть, соответственно, верифицировано мои, а не чьи-то другие, я не понимаю. Наверное, просто следствие не хочет в принципе расследовать поджог, потому что понимает, что может выйти на самих себя. Ну, в смысле, на представителей близких к провоенным организациям, которые обосновались с комфортом в горячем ключе. Ну, что я могу поделать? Россия — страна беззакония. Это я говорил и говорю, и буду говорить, к сожалению.
законы там не действуют, и даже, мне кажется, и понятия уже не действуют. Дальше, по поводу ситуации с разливом фекалий в горячем ключе. Новая фишка появилась у прокуратуры горячего ключа и у других контролирующих органов. Если в предыдущих сообщениях, в потоке предыдущих сообщений мне писали о том, что да, обнаружены разливы фекалий, да, обнаружены загрязнения земли, лесного фонда, сельхозфонда и так далее, разные организации писали, что все материалы они передают в прокуратуру. Теперь мне присылают сообщения такого плана. А какие разливы? А какие фекалии? А мы ничего не знаем, а мы ничего не понимаем. А где, а что? Вот мы администрацию спросили, а она говорит, у них ничего не произошло. То есть, я, допустим, давайте сравнивать администрацию как с обычным частным домом и собственником частного дома. Вот этот собственник допустил разлив фекалий, вылил их, допустим, на улицу. И вы, как соседи, зафиксировали этот разлив. Все-таки фекалии пахнут соответствующим образом, выглядят соответствующим. Тут не перепутаешь с дождевыми водами, например. И полиция, и Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратура, к которым вы обращаетесь и говорите, вот фекалии выливаются на улицу, в один голос говорят, а мы спросили собственника дома, то есть администрацию горячего ключа, которых я обвиняю в разливе фекалий, и этот собственник говорит, нет, это не я, вообще ничего не разливается. Вот такого типа ответы мне сейчас приходят из горячего ключа. При том, что видео фиксируют эти разливы. Жители горячего ключа присылать мне эти видео стали, видимо, когда их чаша терпения уже переполнилась. Но чиновники, скажем так, поняли, в чем меня можно подловить. В том, что это лично не мои были видео, которые я своими глазами снял. И увидел, и своими руками снял. Глазами увидел, а руками снял, да. А то, что мне это прислали жители горячего ключа, которые боятся раскрытия их личности, потому что, естественно, администрация будет их преследовать. Так же, как она преследовала меня и помогала поджигателям, хотя бы тем, что они не тушили мой дом и дали ему сгореть дотла. Администрации выгодно было, что я не вернулся в горячий ключ в 2022 году и не помешал им увеличить стоимость ремонта дороги с 74 до 110 миллионов рублей. За 2 года, представляете, больше чем на 35 миллионов рублей увеличилась стоимость ремонта. То есть администрация своим бездействием и киванием головой способствовала поджогу моего дома. И, соответственно, мне просто некуда возвращаться, да и я и сейчас не рискну. Вот сейчас администрация делает таким же образом. Они знают, что я об этом говорю в каждом видео, что жители горячего ключа боятся от своего лица рассказывать о проблемах с экологией, и поэтому администрация решила сделать вид, что ничего не происходит. Никаких разливов, а эти видео я, наверное, неожиданно сам придумал и каким-то образом здесь вот в Испании снял. Вот такие вот ответы. Я не я и лошадь не моя. Так. Но я не оставляю попыток добиться преследования Белопольского, главы администрации горячего ключа, Виталия Черного, его зама, Родиона Французова, начальника водоканала, предыдущего начальника водоканала Андрея Максименко, советника по тематике ЖКХ Владимира Власова. Это все те люди, которые причастны в 2022 году к разливу фекалий. Это-то они уже не могут оспорить, потому что по этому поводу лично я фиксировал все нарушения.
И масштабы там зафиксированы значительные, потому что это продолжалось как минимум с января по сентябрь 22 года. Все это в моем присутствии. Тут им деваться некуда. Вот я пока добиваюсь, пишу жалобы. Пишу, написывая жалобы вот, в разные инстанции, но чиновники, конечно, сопротивляются. Вот такая вот текущая ситуация по моим российским делам. Подпишитесь обязательно, поставьте мне лайк и напишите комментарий. Как вы думаете, чего я добьюсь в своих жалобах или ничего не добьюсь?